Всем привет, с вами Павел, и сегодня мы поговорим о системе Peer-to-Peer от биржи Binance. Это есть не что иное, как обмен криптовалют на фиатные валюты, либо же на средства в одной из платежных систем между пользователями криптобиржи напрямую, используя биржу только как посредника и гаранта. Зачем это нужно? Для очень простых операций, которые не связаны со спекуляциями, а вам просто нужно купить криптовалюту или же ее продать, или у вас есть средства на какой-то платежной системе, которая неудобна для вас, с которой вывести деньги в вашей стране технически сложно. Что за P2P? P2P расшифровывается как peer-to-peer, и это означает от равного к равному. Ну, в нашем случае от человека к человеку. Где находится P2P раздел на Binance? Заходите на сайт binance.com, вам необходимо будет зарегистрироваться. Кстати, при регистрации по ссылке под видео вы получите 5% кэшбэк от комиссии за спотовую торговлю, майнинг, либо торговлю фьючерсами. Ссылка будет под видео. Итак, на сайте Binance после регистрации в разделе «Купить криптовалюту» находим раздел P2P «Торговля» и щелкаем по нему. У меня сейчас выбрано рубли, но при первом заходе в этот раздел у меня был выбран юань китайский и предлагалось перейти на какой-то другой сайт специально для китайского юаня, поэтому обратите внимание, если тут юань, то не соглашайтесь перейти на какой-то сайт, потому что вам же не надо юань продавать. Соответственно, просто нажмите, что окей, мне не нужен юань во всплывающем окне. Итак, интерфейс довольно-таки понятен, что мы хотим купить или продать, какую криптовалюту мы хотим купить. Мы разберем два примера. В первом примере мы купим криптовалюту, а во втором примере мы ее продадим. Итак, в первом примере мы будем покупать криптовалюту. Здесь можно на выбор Tether, BTC, BUSD, это стейблкоин биржи Binance, BNB, это монетки биржи Binance, эфир, рубли, Shiba для любителей острых ощущений. Но мы для удобства попробуем купить Tether. USDT, либо же Tether — это стейблкоин. Стейблкоин — это такая монета, курс которой не зависит от роста или падения, например, эфириума, биткоина, трона, либо какой-то другой криптовалюты, к которой он привязан. Курс стейблкоина всегда $1. Это удобно для расчетов, так как пока вы перечисляете человеку деньги, они не растут и не падают в цене. Это всегда, грубо говоря, например, $1000. Поэтому для расчетов в определенных ситуациях стейблкоины очень часто удобны, так как если вы переводите человеку $1000, он получает $1000, все довольны. Итак, выбираем купить USDT, пусть будут. Какая валюта нас интересует, какой мы будем расплачиваться за криптовалюту, вбиваем USD. Далее, способы оплаты. Какой платежной системой мы будем расплачиваться? Можно, например, выбрать перевод по карте или перевод по карте Россия, но в данном примере мы с вами рассмотрим NetTeller, не столь часто используемую систему, на которой у меня скопилось некоторое количество средств и которую я хотел бы поменять на криптовалюту. Итак, обратите внимание, здесь есть галочка «Показывать объявления только от мерчантов». Ее лучше ставить, так как у вас будет меньше риск нарваться на мошенничество и потом разбираться с этим через техподдержку Binance. И вы видите здесь различных мерчантов, различных пользователей. Вы тоже можете стать таким мерчантом. И их курсы, за сколько они продают $1 в Тезере. Например, если у вас есть предложение о продаже $1 в Тезер по цене 1.04, то, соответственно, данный мерчант берет комиссию 4,4%. Помимо комиссии, также стоит смотреть, насколько этот мерчант ответственен, сколько процентов ордеров он выполняет, сколько всего ордеров у него было выполнено за всю историю, а также лимиты. Во-первых, сколько всего у него есть криптовалюты, потому что если у него ее слишком мало, то вам это не интересно. И какие у него минимальные лимиты. К примеру, если минимальный лимит $1000, то вы хотите поменять только $100, то для вас это не подойдет.
Ну, соответственно, находим некое среднее арифметическое между надежностью мерчанта, комиссией и необходимыми лимитами, а затем у подходящего мерчанта жмем «Купить USDT». Так, у данного мерчанта доступно 33 тысячи USDT, способ оплаты мы выбрали NetTeller и комиссия 4,4%, срок оплаты 30 минут. Так, сколько мы хотим заплатить? У него лимит минимальный 1000, поэтому мы вводим 1000. И сразу нам показывает Binance, что мы получим 957 USDT. То есть за данную операцию мы потратим, грубо говоря, $43. Далее нажимаем кнопку «Купить USDT». Заказ успешно размещен. Происходит переход, и мы видим вот такое окошко. Подтвердите информацию об ордере. Сумма $1000, цена за 1 тезер, $4 и сколько мы получим тезера. Так, у нас есть срок оплаты, обратите внимание, полчаса. По истечении данного времени, если мы не переведем средства продавцу криптовалюты, то ордер автоматически отменится. Ну, допустим, мы что-то случайно нажали у нас, или вдруг думали, что у нас есть деньги на этой системе, оказалось, мы их потратили, забыли и так далее. Итак, сейчас он полчаса от нас ждет. Также у нас есть его имя, Бруно Таварес, ну какой-то испанец, мексиканец, что-то в этом роде. Но нас это не должно интересовать. Что нас интересует? Нас интересует его счет. Видите? В системе NetTeller для оплаты используется email адрес. Обратите внимание, что вам нужно будет перейти в ту систему, с помощью которой вы оплачиваете криптовалюту, либо сделать перевод по карте вне Binance. Потому что внутри Binance такого интерфейса нет. Они не могут встроить просто-напросто в свой сайт все абсолютно платежные системы. Поэтому данную вкладку с этой страницы не закрываем, а переходим, ну, в нашем случае, на NetTeller. Выбираем денежные переводы NetTeller. Меня выкинуло. Копируем его адрес. Нажимаем «Далее», вводим сумму. В нашем случае это было $1000. Обратите внимание, что больше пересылать не нужно. Итак, я отправил деньги нашему Бруно. Теперь мы возвращаемся на вкладку с нашим ордером и нажимаем кнопочку «Оплачено далее». Нажимаем эту кнопку и теперь ожидание. При ожидании не стоит суетиться, так как человек должен вручную нажать кнопку разблокировки криптовалюты, чтобы она перешла с его счета на Binance, с его аккаунта на Binance на ваш аккаунт. Binance никак не может проверить, что да, действительно мы отослали деньги ему на NetTeller. Человек должен, вот этот самый Бруно, сделать это самостоятельно. Ему пришел email, и ему необходимо подтвердить, что да, действительно он получил от нас деньги и разблокировать средства. Но человек банально может спать, ему может быть неудобно, поэтому имейте совесть и спокойно относитесь к ожиданию. Но чаще всего подтверждение проходит довольно-таки быстро, так как для мерчантов это еще и неплохой бизнес с каждой транзакцией по копеечке. Тут 4%, тут 5%, и, как говорится, голому рубаха. В правом углу есть чат, где вы можете отправить сообщение человеку, с которым вы осуществляете сделку. Итак, после того, как ордер будет исполнен, страница автоматически перезагрузится, и вы увидите вот такое сообщение, что успешно сделка завершена. Ну вот, кстати, он мне тут пару раз писал. Thanks. Давайте ему тоже напишем thank you. Как все прошло? Оставим отзыв положительный. Да, не забывайте оставлять отзывы. Людям приятно, вам не сложно, потому что вам тоже оставляют отзывы как покупателю. Так, где наши с вами вот эти вот USDT находятся? А находятся они в разделе кошелек для пополнения. Вот они, USDT 957, которые мы получили от нашего Бруно. Допустим, вы поменяли ваши денежные средства на тезер, но вдруг решили, что вам не нужен тезер, а вы бы хотели вложиться в биткоин и вывести его на холодный кошелек для долгосрочного инвестирования. Как это сделать? Далее мы можем воспользоваться базовым инструментом Binance, торговля, конвертация. Самый простой способ торговли.
Здесь есть у нас несколько кошельков. Можно перекинуть на спотовый кошелек, который используется для спотовой торговли средства, а можно просто при способе торговли конвертация выбрать кошелек для пополнения. Вот у нас здесь 957 USDT. Вот их все давайте прям поменяем на биткоин. Можете поменять на эфир, на что угодно. На то она и биржа. Вот, нажимаем предварительный просмотр, и нам предлагают курс текущий, и 2 секунды есть, чтобы нажать. Если мы не успели, то здесь появляется котировка, уже не актуальна, запросите новую. Нажимаем обновить, и новая котировка, возможно, чуть-чуть измененная. Жмем конвертировать, и успешно мы потратили 957 USDT и получили 0.02 и так далее BTC. Далее в разделе кошелек снова переходим в кошелек для пополнения. Именно в кошельке для пополнения происходят все операции на P2P. И здесь мы видим, что у нас в кошельке для пополнения вот то самое количество биткоина, на которое мы поменяли. Жмем 3 точки, выбираем вывод. И здесь вводим адрес нашего биткоин кошелька. Сеть подставится автоматически, определиться. Ну и далее вам нужно будет подтвердить вывод. Аналогично все действия производятся, если вы покупаете криптовалюту не за NetTeller, как в данном примере мы разбирали, а через YouMoney, перевод по карте, еще каким-либо способом доступным. В разделе Peer-to-Peer Binance их там огромнейшее множество, но некоторых, например, в WebMoney нет. В остальном все действия абсолютно аналогично выполняются. Теперь давайте попробуем продать криптовалюту, то есть совершить действие обратное тому, которое мы только что совершили. Так, снова идем в раздел «Купить криптовалюту», P2P торговля. Что мы хотим? Мы хотим теперь продать. Что мы хотим продать? USDT мы поменяли на BTC, давайте продадим BTC, который мы поменяли кому-нибудь. Мы покупали, используя доллары, а теперь давайте для разнообразия поставим рубли. Итак, рубль, продать криптовалюту, рубли, все способы оплаты. Вот у нас Райффайзенбанк, Тинькофф, перевод по карте Россия. Конечно же, переводы по карте наиболее популярные и частые. Но давайте выберем что-нибудь попроще. Например, YouMoney. Вновь смотрим мерчантов, отдаем предпочтение тем, у кого есть галочка. Это дополнительная верификация, ими пройдена. Смотрим на количество исполненных ордеров и лимиты. Ну, в данном примере я сильно много, мне Яндекс.Денег не нужно. YouMoney ранее назывались Яндекс.Деньги, если вы вдруг не знаете. Ну, вот этот вот Ким выглядит вполне себе презентабельно. 1570 ордеров выполнено, 94% выполнено. И лимиты у него от 500 рублей до 42 тысяч рублей. Ну, давайте продадим ему немного BTC. Срок оплаты 30 минут. Ну и, соответственно, комиссию мне, честно говоря, тяжеловато вот так вот посчитать в рублях. Нужно сломать мозг, перевести курс биткоина в рубли, затем высчитать разницу. Ну, давайте доверимся ему и предположим, что комиссия не столь большая, иначе бы он такое количество ордеров просто не выполнил бы. Так, сколько мы хотим продать? Ну, мыслить в биткоинах тоже тяжеловато, поэтому иногда бывает проще поставить, сколько мы хотим получить рублей. Допустим, мы хотим получить 10 тысяч рублей. Автоматически посчиталось количество BTC, жмем продать BTC. И нас просят установить, у нас вылазит что-то, какая-то ошибка, не получается. Почему? Потому что мы не установили способ оплаты. Жмем кнопку «Установите способ оплаты». Вы не добавили ни одного способа оплаты. Нажимаем «Добавить способ оплаты». Вводим наш номер счета, подтвердить, код из СМС. Все, способ оплаты мы добавили. Давайте еще раз попробуем. Теперь должно все, по идее, получиться. P2P торговля, способ оплаты Яндекс.Деньги, номер нашего кошелька. 10 тысяч рублей, продать BTC. И здесь нам напоминают, никогда не переводить криптовалюту покупателю до фактического получения платежа. Просьба закрыть сделку до оплаты, признак мошенничества. Окей, спасибо. Заказ успешно размещен, дождитесь оплаты от покупателя. Теперь нам стоит, например, в приложении YouMoney увидеть, что деньги пришли нам на кошелек. После того, как данный товарищ отправит деньги нам на кошелек, он у себя в Binance нажмет кнопочку, что платеж произведен. Эту кнопку вы видели, когда мы покупали криптовалюту. Итак, мне поступил платеж, те самые 10 тысяч
рублей, и поэтому мы смело можем разблокировать нашу криптовалюту, чтобы она перешла к мерчанту. Давайте это сделаем. Мы нажимаем «Платеж получен». Не забудьте проверить баланс вашего банковского счета, электронного кошелька. Я подтверждаю, что платеж успешно получен, сумма, информация верны. Подтвердить. И нас здесь просят подтвердить смс-кой для дополнительной уверенности, так сказать. Ну и все, собственно говоря, наш ордер завершен. Отмечаем как положительный отзыв. Ордер завершен. Можно закрывать, если вам больше не нужен Binance, данное окно. Ну что ж, надеюсь, данное видео было вам полезно. На наглядных примерах мы как купили криптовалюту, так и продали, и еще ее даже и в процессе поменяли из тезера на BTC. Ну а у меня на этом все. С вами был Павел, специально для сайта tellab.com. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.